Здравствуйте, добро пожаловать на канал Нагалина Jewelry. Меня зовут Елена, и я делаю украшения ручной работы. Смотрите, сегодня я хотела сделать коротенькое видео, хотела показать способ обшивки края. Хотела я его показать на примере вот этого, это будет, наверное, колье. В общем, как всегда, предыстория, смотрите. Я взяла, в общем, был у меня розовый кварц. Вот, такие хорошенькие кабошончики небольшие. И я, что-то вот они у меня лежали. И тут я, значит, купила аметрин. Аметрин — это когда аметист и цитрин в одном камне, собственно, в одной породе. Вот, видите, то есть он фиолетовый аметист и вот этот желтенький цитрин. И, в общем, я что-то перебирала, вот знаете, как Кощей. Сидела, перебирала свои камушки. Как-то их положила рядышком и смотрю, боже мой, думаю, как красиво, как оно мне нравится. Вот, конечно, надо было показать камушки сначала, но вот не это. Вот, кстати, насчет розового кварца, он разный, в принципе, есть, но, кстати, не так много вот выбора кабошонов я увидела, по крайней мере, на eBay и на Etsy. С аметрином вообще там грустнота, потому что он камень, ну, не очень, я так поняла, то ли не очень популярный, то ли он мало где добывается. Я вот видела только Боливия, что ли, вот он, или Бразилия. В общем, Южная Америка. И все. И, в общем, варианты какие? Или вот видите, у меня кабошоны, они красивые, да, но у них вот, видите, есть вот как бы трещины внутри. Причем это даже не снаружи, а вот как бы внутри такие трещины. Такие вот есть. Вот. В основном вот такие. Есть, знаете, они прям такие вот, как это... Если вот такие же, но прям совсем вот прозрачные, у них там ценник, ну, такой конкретненький. Вот. Есть еще кабошоны такого ювелирного качества, с ювелирной же огранкой, но они маленькие, они размерчиком прям, ну, вот, ну, маленькие совсем, то есть как камушки на ювелирное украшение. Такие, конечно, можно в цапы вставить, но я не вижу смысла такой делать, ну, вот в бижутерию, потому что они как бы дорогие, и, ну, он будет смотреться как стразик, как бы, да, вот в таком бижутерном украшении. Короче, в общем, в итоге взяла я вот эти, вот, ну, я взяла так попробовать, вот. И мне прям, ну, не знаю, мне очень понравилось. Мне кажется, даже вот эти вот какие-то их, ну, вот, царапинки, какие-то вот такие вот недостатки, они просто, ну, вот выглядят как натуральные камни, и все. Но вот этот розовый кварц меня прям удивил, он такой красивый оказался. Ну, сами видите, да, красивый, да? Короче, вот сделала я сережки и вот это, наверное, будет колье. Я еще не придумала как, может быть, вот так, может, как-то еще так. Ну, в общем, да, сделала я их. Сделала еще два вот таких вот малыша. Не знаю, то ли это на колье, может быть, сейчас вот давайте посочиняем. Я думаю, может, как-то так вот это будет, вот так. Как-то так вот, может быть, с одной стороны, знаете, типа вот такая вот, то ли бабочка, то ли цветок, как-то вот так. Тран-тран, а тут цепочка просто как-то так. В общем, что-то вот такое. Стала обшивать. Обшила сначала просто бисером сережку, мне вообще не понравилось. Обшила я ее потом чем-то еще, как-то по-другому я ее стала обшивать, тоже не понравилось. Пайетками и бисером, вот. Краем мне понравилось. Сейчас вот покажу на вот этой сережке. Видите, как сейчас сфокусирую. Это у меня пайеточки маленькие такие, из розового золота, и бисеринки тоже такого розового золота. Видите, вот так вот получается оно. И вот так смотрится. То есть пайетки, они же плоские, и видно только, получается, вот эти маленькие бисериночки, 15-е. Вот они пайетки, вот такие вот. Совсем малышки, что-то 3 миллиметра, по-моему. Вот бисер маленький, совсем мелкий. Вот смотрите. В общем, вот она, нитка моя уже вышла тут из пайетки. В общем, делаю как? Набираю я бисеринку, а потом пайетку. И отступаю, причем вот здесь отступать нужно так, ну, прилично, чтобы это было, чтобы пайетки были друг с другом, чтобы они друг на друга сильно не находили. Вот отступила я. Сейчас. И прохожу снизу вверх,
как в американском способе, да, но только через пайетку. Вот. И подтягиваю. Видите, как получается? Вот так вот она встает. И тут получается, что вот эта вот бисеринка, она встает не четко на дырочке, где вот это, а немножко сдвигается влево в моем случае. Вот. Но тем не менее, вот получается вот так. Так. Сейчас сделаем еще один. Опять же бисеринка, потом пайетка. Опять отступаю на несколько миллиметров. Но это, знаете, это так пробовать надо, чтобы смотреть, где, чтобы пайетки друг на друга не заходили особенно. Если они будут сильно друг на друга заходить, они будут, знаете, будет получаться такой узор, как треугольничками такими, зубчиками. Это тоже прикольно смотрится, но это немножко сложно его как-то выровнять. Вот. В общем, и опять же снизу вверх, видите, снизу вверх в пайетку, только в пайетку. И вот так. Вот так. Так, сейчас фокусируем, видите? Вот получается вот так. Вот так. И вот с внешней стороны получается вот так. Давайте еще одну сделаем. Опять бисерина, пайетка. Прохожу через вот весь вот этот бутерброд. Почему я пайетки-то еще взяла? Потому что мне не понравилось, как смотрится 11-й бисер здесь. А пятнашка не закрывала весь этот бутерброд. Поэтому я решила сделать пайетками сначала. Но просто пайетками мне что-то как-то тоже не понравилось. И вот я решила сделать вот так. Ну вот, видите? То есть вот это все закрыто хорошо получается пайетками. Да? И вот бисериночки просто торчат немножко. Но опять же, это вот я сейчас сделаю перед камерой увеличенной. Вот. А если это смотреть вот так, да, ну вот как если бы я глазами смотрела, ну вот так смотрится. В общем, вот такой нехитрый способ. Но мне он понравился. Опять же, бисерина, пайетка. Отступаю. Отступаю я тут, наверное, миллиметр, даже где-то 3 целых. То есть так прилично. Ну, собственно, вот на ширину пайетки. Да? И прохожу снизу вверх. Только через пайетку. Знаете, можно проходить и через бисерину. Тогда это будет смотреться больше как вот американский этот шов. То есть, ну, у вас тогда получается будет вот нитка между вот этими бисеринами. Мне это не понравилось. Вот. То есть таким образом и нитку-то не видно. Нитка идет по низу, по пайеткам, а здесь только вот торчат только бисеринки. В общем, вот такой вот способ получается, как я уже говорила. Вот так. Видите? Покажу на сережечке. Вот так оно смотрится. Мне он понравился. Я не сказала бы, что это как-то сложнее делать, чем просто бисером. Вот. Пайетками трудно делать, мне кажется, шов, когда их нужно друг на друга, чтобы они находили. Если они просто рядышком стоят, то это несложно. Ну вот так. Вот такой у меня будет какой-то комплект. Вот честно, я еще не придумала, как. Как я его буду. То ли я вот так вот сделать, то ли вот так. Вот смотрите, давайте так. Вот это будет вариант 1. А вот это будет вариант какой-то вот такой 2. Да? Вот так вот. Я вот что-то как-то так думаю. Как-то вот асимметрично это сделать, да? Вот напишите, пожалуйста, как вам больше нравится. Вот. И надеюсь, я была вам полезна с этим очень коротеньким мастер-классом. Ну что, спасибо большое за внимание. Увидимся с вами в следующем видео. Всем здоровья и хорошего лета.